Что тут вообще происходит? Здесь какая-то температура, напряжение, нагрузочка, сопротивление, кулер. И осциллограммки. Осциллограммки я сохраню сейчас. Сохраняю. Посмотрим их потом. Привет! Поговорю я о такой вещи, как намотка импульсных трансформаторов. Импульсная преобразовательная техника сейчас находится в подавляющем большинстве бытовых и промышленных приборов, так что было бы неплохо разобраться в этой теме. Я попытался освоить некоторую полуавтоматическую технологию намотки, приближенную к заводскому качеству, насколько это мне позволили мои руки. Как некоторые мои подписчики могли видеть, импульсный понижающий преобразователь стоит у меня в схеме частотника. Конечно, можно найти некоторые типовые решения, например, набор из готовых понижающих модулей на нужные напряжения и поставить их рядом, но именно целиковое схемное решение дает гибкость, то есть возможность легко получать нестандартные напряжения, например, как 16 вольт, как вы видели в начале. Там немного не дотягивало до 16, но это устраняется увеличением одного резистора. Теперь небольшая тематическая реклама. Хотите, чтобы ваши платы были изготовлены на профессиональном оборудовании с возможностью прокладки дорожек на расстоянии всего 0,15 мм? Производитель печатных плат PCBWay поможет вам в изготовлении. На сайте вы можете заказать платы, выбрав количество слоев, материал, цвет паяльной маски, покрытие и еще много вариаций, включая изготовление трафарета для паяльной пасты и монтаж компонентов. PCBWay – это первая китайская компания, которую я узнал, когда начал заказывать промышленное изготовление плат. А теперь вернемся к нашему трансформатору. Первое, что нам понадобится, это каркас. Я выбрал каркас типа размера E25. Каталожный номер и размеры вы сейчас видите. Вообще все части трансформатора я выбрал из каталога ферриты и аксессуары для типа размера E25 производства ТДК. Хороший документ, все нужные данные тут есть, как по характеристикам ферритов, так и чертежи каркасов и всякие крепежные скобки. Итак, процесс начинается с того, что я примерю укладку первого витка. Он будет в термоусадочном кембрике и уложен под первым слоем. Но прежде всего взглянем на моточные данные. Первичная обмотка должна состоять из 122 витков провода 0,25. Тут желательно выбрать даже чуть-чуть потоньше, так как ширина окна на самом деле впритык. Расчет не запрещает уменьшить это вплоть до 0,2 мм по внешнему диаметру и примерно 0,16 по меди. У меня провод PF2, 0,2 мм по меди и 0,23 по внешнему диаметру. Это очень плотно, но влезет, далее увидите. Из расходников я применяю каптоновый скотч шириной около 10 мм. Каптоновым скотчем я буду фиксировать начальное положение витков, дабы они не ерзали в процессе. Фиксирую первый виток и буду готов мотать. Я использую самодельный намоточный станок, информация по нему есть на канале. Но в целом это не обязательно. Импульсные трансформаторы обычно не содержат большое количество витков, так что можно сделать это и вручную, или с помощью простого механического станка. Итак, диаметр я выбираю 0,235 мм. Количество витков буду контролировать по счетчику. Кстати, вот экран расчета из программы Владимира Денисенко, это кому интересно. Еще у меня есть подробное видео, как я делал этот расчет, называется расчет обратноходового преобразователя. Устанавливаю начальную позицию, это просто на глаз делается, можно немного откорректировать уже в процессе. Начинаю мотать очень потихоньку, прерывисто нажимаю кнопку намотки и слежу, чтобы витки шли более-менее ровно. После того, как первые витки выровнялись, тут можно уже увеличить скорость. На видео ускорено, так что в реальности все медленнее. Тут более важно качество, чем скорость. Я иногда останавливаю и смотрю ровность. В конце концов я плотничком впихнул 61 виток, и это ровно половина первички. Схема расположения обмоток следующая. Первичка разделена на две половины по 61 виток, внутри уложена вторичка. Потом я просто соединю первичку последовательно и получу 122 витка, как и по расчету. Вообще разделение делается для минимизации индуктивности рассеяния, соответственно уменьшения энергетических потерь в феррите. Я чуть позже покажу, как резонансные переходные процессы связаны с рассеянием. Вот, и тут покажу, как это все с трудом впихивается. То есть процент заполнения окна очень высокий получается, потому я и рекомендую чуть уменьшить диаметр провода. Еще такой момент. По правилам электробезопасности на каркасе должен быть проложен изолирующий бандаж по 3 мм от краев.
Это делается, чтобы не допустить близкого расположения проводов вторички и первички при выводе наружу на ноги трансформатора. В этих местах возможно соприкосновение обмоток, и даже несмотря на то, что обмоточные провода покрыты изоляционной эмалью, это считается недостаточным по стандартам. Но в моем случае бандажа нет, и места под него нет. Но на самом деле есть способ, как сделать выводы правильно, не нарушая стандартов. Я сейчас закончу первичную обмотку, и вы все увидите. Я закрепляю конец каптоновым скотчем, опять-таки, чтобы витки никуда от меня не убегали. Далее мне понадобится майларовая лента. Это будет материал для основной межобмоточной изоляции. В моем случае это рулон шириной 15 мм, что ровно по ширине окна трансформатора. Укладываю изоляцию. В случае использования обыкновенного эмалированного обмоточного провода типа PEF2 необходимо прокладывать не менее 3 слоев изоляции между первичной и вторичной обмоткой. Но в моем случае это не так строго, и мы уже почти подобрались к ответу почему. В завершении первой половинки первичной обмотки я надеваю кембрик на отходящий вывод. Он ничем не поджат, но на самом деле ему особо некуда будет деться после распайки выводов. Теперь нужно мотать вторичные обмотки, и тут я использую провод в так называемой тройной изоляции. Этот тип провода продается в том числе на AliExpress, и смысл его в том, что он сертифицирован на очень высокое импульсное напряжение пробоя. Это дает нам право не бояться за проникновение высокого напряжения из первичной обмотки во вторичную, даже с учетом отсутствия бандажных колец и уменьшения межслойной изоляции. Я попытался определить, где там 3 слоя, но навскидку увидел некоторую внешнюю прозрачную пленку и далее основную изоляцию, видимо под ней еще один слой пленки. По крайней мере, структурная схема таких проводов говорит нам об этом. Кстати, вы знали, что японцы используют перевернутые римские цифры? Вот это 1, это 2, это 3. Итак, закончив изучать японские цифры, начинаем мотать вторичную обмотку. И сначала у нас 13 витков. Для обратноходовых трансформаторов, да и в целом для импульсных, важна фазировка обмоток, то есть их направление намотки относительно друг друга. Так что если сделать отводы в другом порядке, преобразователь работать не будет. Эти относительные направления обычно показаны точками на принципиальных схемах. Намотаем же эти 13 витков. На самом деле мотать толстый провод гораздо проще. Он не стремится перехлестнуться и ложится почти всегда ровно. Как я уже говорил, намотать такое вручную не представляет никаких проблем. Я опять закрепляю конец с помощью каптонового скотча, вывожу вывод к ножке и закрепляю все еще раз сверху. Для следующей операции нам потребуется бандажная лента. В моем случае она шириной 2 мм и толщиной 0,2 мм. Но, как я уже говорил, неплохо бы иметь еще бандаж шириной 3 мм для намотки обмоток из чисто классического эмалированного провода. В моем случае бандаж нужен, чтобы заполнить пустое место, где нет обмотки. Это делается, чтобы выровнять высоту слоя и в дальнейшем уменьшить бугры на слоях. Вот как это будет выглядеть. Конечно, не получится сделать идеально ровно, но по крайней мере нужно стараться. Далее я делаю слой майлара, он тут более для порядка, чем для изоляции. Начинаю наматывать еще одну вторичную. Тут мне нужно сначала намотать 7 витков, уйти на ножку, потом еще 10 и все. Опять-таки я делаю все по описанному ранее алгоритму. Мотаю, закрепляю каптоном, делаю отвод и так далее. Так как неровность слоев из-за наличия отводов будет накапливаться, ровность намотки от этого, конечно, немного будет страдать. Но принципиально это не важно. Главное, чтобы соответствовало количеству витков. И опять-таки заполняю бандажной лентой часть незадействованного пространства окна. Это тоже важно, так как сверху еще ложить слой тонкого провода. Слой майларовой ленты теперь я значительно увеличил. Это моя попытка максимально выровнять место для укладки следующего слоя. И теперь заключительный этап. Это еще 61 виток провода диаметром 0,23. Здесь сначала укладываю наполовину вручную. Главное закрепить пару витков, а там уже пойдет.
И даже при очень сильно кривом основании получается намотать вполне неплохо. Я сделал пару макрофоток, чтобы полюбоваться на результат. Дальше, после того как закрепили последние витки, также надеваем кембрик и делаем последний слой майларовой изоляции. По итогам имеем вот такого вот дикобраза с торчащими во все стороны проводками. Аккуратненько защищаем кончики, наматываем на ножки и припаиваем. У меня получилась вот такая конструкция. Теперь немного о магнитопроводе. Это две ешки из материала N87. Они разные. Одна ешка с зазором 0 мм, а вторая с зазором 0,25 мм. И в итоге в сумме общий зазор равен 0,25 мм. Вот, это видно на просвет. Я выделил строчки с необходимыми каталожными номерами. Кстати, комбинируя ешки с разными зазорами, можно получить целую кучу вариантов итоговой магнитной проницаемости. Вот как все получилось. Я просто использовал Mylar, чтобы стянуть магнитопровод. В таком виде он не плотно держится на каркасе, его еще желательно подклеить. А теперь самое интересное – тесты. Первый тест покажет нам индуктивность первичной обмотки. И китайский RLC-метр показывает нам 3,84 миллигенри. Это очень близко к расчетному значению. Если быть точным, то это будет меньше 5% ошибки. Еще один интересный опыт – это измерение индуктивности рассеяния. Для этого я закорачиваю обе вторичные обмотки. Вот здесь проводки просто начало с концом соединяю, и так для обеих обмоток. И после этого я измеряю индуктивность первички еще раз. При этом получаю 50 микрогенри. Чем это число меньше, тем лучше, но строго говоря, это значение нам нужно только для информации. В расчетах оно в явном виде не участвует. Также это может потребоваться при моделировании такого преобразователя. Индуктивность рассеяния определяет величину выброса напряжения при закрытии транзистора, а также влияет на интенсивность и частоту резонансных колебаний после закрытия. Далее мы рассмотрим это подробнее. Чтобы было на чем проверять, я собрал испытательный стенд на основе платы частотника, где разместил только детали, относящиеся к обратноходовому преобразователю. Шим-контроллер микросхема NCP-1200 на частоту 60 кГц. В этой серии есть еще варианты на 40 и на 100 кГц. Но, например, на 100 я на тот момент не нашел в продаже, хотя на самом деле хотел именно 100. Высокая частота интересна именно для маломощных блоков питания и в теории даст меньше пульсаций выходного напряжения. Конечно, не все ферриты могут работать на такой высокой частоте, но конкретно N87 идет до 100 кГц. Возможно, я потом приобрету парочку микросхем на эту частоту. Итак, мне нужно собрать опытную плату, и на самом деле паять по заводской плате одно удовольствие, но если не очень много, а то паять пару сотен типа размеров 0,8-0,5 это уже становится напряженно. И я, кстати, хочу попробовать как-нибудь распайку SMD компонентов в Китае. Очень интересный опыт такой, как я думаю. Вообще, как я уже рассказывал, миниатюризация электронных компонентов – это один из основных трендов развития электроники. И постепенно все, начиная от резистора и до транзистора на сотни ампер, станет располагаться в корпусе размером с угольное ушко. От этого никуда не деться, и значит, хочешь не хочешь, надо осваивать технологии автоматизированного монтажа. Некоторые компоненты с массивными выводами нужно паять на повышенной температуре. Я стараюсь не перегревать жало долговременно выше 300 градусов. То есть у меня стоит 275 градусов обычная температура, 325 градусов кратковременно в буст режиме и 350-360 я устанавливаю вручную для особо жирных деталей, но потом сразу сбрасываю назад. По итогам я распаял детали блока питания совместно с сетевым выпрямителем и емкостью. При этом я предусмотрел возможные быстрые замены трансформатора и транзистора для проведения различных тестов и экспериментов. И вот мы и подошли к самому интересному. Я все это включил и вывел сигнал со всех ног транзистора. То есть желтый луч это сток транзистора, синий луч это исток, а красный это затвор. Начнем мы разбираться с желтого луча. Там высокое напряжение, в моем случае 456 вольт от пика до пика. Это значение не должно превышать максимально допустимое для транзистора. В моем случае это 600 вольт, и значит все норм.
Вот тут я перевел схему из статьи, объясняющую резонансные переходные процессы в обратноходе. Сразу после закрытия транзистора начинается колебательный процесс между индуктивностью рассеяния и емкостью закрытого канала транзистора. Ранее мы уже измерили индуктивность рассеяния, и она составляет около 50 микрогенри. При этом мы еще можем определить частоту этих резонансных колебаний, и она составляет около 3 МГц. Зная частоту и индуктивность, мы запросто определяем емкость закрытого перехода. Например, можно воспользоваться калькулятором. Вообще в инженерной практике постоянно используются какие-либо калькуляторы, вычислители, симуляторы. Это все весьма ускоряет процесс разработки и делает результаты очень точными. Итого вычисленная емкость закрытого канала составляет 56 пикофарад. А теперь сравним это с таблицей данных на транзистор и увидим типовую величину на уровне 67 пикофарад, а значит наши представления очень близки к истине. Следующие колебания – это резонанс уже основной индуктивности первичной обмотки, все с той же паразитной емкостью канала транзистора. Так как индуктивность обмотки много больше индуктивности рассеяния, то частота этих колебаний будет намного ниже, и они будут продолжаться до начала следующего цикла. Момент начала этих колебаний зависит от суммарной нагрузки блока питания. В моем случае я хорошо подгрузил все выходы, и колебания начинаются достаточно поздно, и не очень удобно оценивать их частоту, так как не помещается ни одного полного периода. Хотя я могу с полной уверенностью сказать, что она будет около 340 кГц. Еще один параметр, который можно оценить, это максимальный ток через канал транзистора. Оценку тока будем производить по синему графику. Это падение напряжения на сопротивление R40, 1,5 Ома. Отсюда мы разделим пиковое значение 656 мВ на 1,5 Ома и получим пиковый ток порядка 437 мА. По расчетам это значение должно быть около 364 мА. На самом деле я получал и большие значения пикового тока, но в целом порядок лежит в пределах до ампера, а значит опять-таки это все очень близко к ожиданиям. Хотя я, возможно, не совсем корректно понимаю это значение. Возможно, нужно смотреть ток по окончании насыщения первичной обмотки. И тогда в этой точке будет как раз расчетные 364 мА. Думаю, корректно именно так. Есть еще кое-что весьма интересное. Это как шим-контроллер управляет затвором. Я сейчас это продемонстрирую. Можно увидеть, что максимальное напряжение на затворе постоянно прыгает. И это можно было бы принять за случайные изменения, но это не так. Этот способ управления имеет вполне периодическую природу. И если мы развернем график на большую временную ось, то увидим треугольную форму максимумов сигнала. То есть NC-пишка как бы покачивает затвор, меняя степень открытия канала от периода к периоду, увеличивая, а затем снова уменьшая. Соответственно, и ток через транзистор будет следовать аналогичному закону. Кстати, мне неизвестно, свойственно ли это всем шим-контроллерам или это только особенность данной микросхемы. Если кто знает внятную статью на эту тему, то напишите в комментариях. И напоследок посмотрим, что по выходу. Синий луч теперь установлен после фильтров на линии 16 вольт и переключен в режим по переменному току. Это позволяет мне увидеть пиковые уровни пульсаций. Итого от пика до пика при номинальной нагрузке пульсации 244 мВ. На самом деле это много, но конкретно в данном случае это совершенно не важно, так как этот блок питания – часть частотного преобразователя, а в нем источников помех и без этого достаточно, так что тут уже ничего не испортить. Хотя справедливости ради есть еще как прямые, так и косвенные способы уменьшения этих выходных пульсаций. Я просто не все возможные методы применил. Первое и самое простое – можно повысить емкость выходных фильтров и увеличить индуктивность. Второй способ – это введение снайперных цепей, а также ферритовых бусин. Бусины – это вообще интересная тема, возможно, ее стоит поисследовать поподробнее. Смысл в том, чтобы уменьшить причину пульсаций, а именно высокий пик тока при открывании мосфета. Именно влияние этого пика максимально сказывается на выходных пульсациях. И, конечно, есть еще отдельная тема с экранированием первичной обмотки. На серийных блоках питания наличие экранов является хорошим тоном. Я думаю, это не так сложно сделать подручными средствами, надо будет только найти тонкую медную фольгу и обернуть ее майларом. Также останется интересным разобрать и вот эти колебания, что является их природой и от чего зависит интенсивность и частота, так как из того, что я вижу, именно это трансформируется затем во вторичную обмотку и становится вредной пульсацией. И еще момент, как все это связано с вот этой ступенькой напряжения на затворе, пока я в раздумьях. В общем и в целом в этом видео мы с вами разобрались с технологией намотки импульсных трансформаторов. Причем эти приемы можно также успешно применять и к топологиям, отличным от обратноходовой, таким как прямоходовые, полумостовые и так далее. Импульсная преобразовательная техника сейчас развивается семимильными шагами.
Появилось и развивается огромное количество топологий, и даже обратноходовая приобрела свое некоторое продолжение в виде квазирезонансных преобразователей. Так что удачи вам в разработках и спасибо за просмотр. Пока!